Включение. Это цифровой рекордер TIG DTR Type 4. Воспроизведение. Итак, на правой бобине мало ленты, и она крутится быстро. На левой же бобине, наоборот, ленты много, и она вращается медленно. Ох уж это завораживающее вращение катушек с лентой. Я в детстве смотрел и смотрел на это. Меня всегда завораживали вращающиеся катушки с лентой на кассетах. Катушечного магнитофона у меня не было, но мне тогда его очень хотелось, поэтому я сделал именно катушечный магнитофон. Но также я был вдохновлен магнитофоном на космических аппаратах Voyager 1 и 2, запущенных в космос в 1977 году. В них для записи данных использовался ленточный магнитофон с цифровой записью. Он должен был уметь записать данные, перемотать ленту и воспроизвести данные, чтобы радиостанция передала их на Землю. Все это умеет этот магнитофон – записать, перемотать и воспроизвести. Обратите внимание, в лентопротяжном механизме резиновый ролик прижимает ленту к металлическому валу, который тянет ленту с постоянной скоростью. Смотрите, лента почти кончилась, и вот уже поменялось все на противоположность. Теперь ленты слева меньше, чем справа, и левая бобина крутится быстрее, чем правая. Перемотка. При перемотке левая бобина крутится с постоянной скоростью. Запомните пока это. Сейчас ролик не тянет ленту, как в режиме воспроизведения, и лентопротяжный механизм не прижимает ленту плотно к головке. Лента просто быстро наматывается на левую катушку. Можно остановить. Это стоп. Он происходит плавно и четко. Продолжим. Ну так вот, когда ленты намотается довольно много, и левая катушка станет большого радиуса, и она будет тянуть ленту с огромной скоростью, что видно по быстрому вращению правой бобины. Ближе к концу, чтобы не порвать тонкую ленту, в магнитофонах той эпохи были системы, замедляющие перемотку ленты к концу. Как вы видите, это сейчас. И автостоп. Режим записи. Когда я его включу, загорится красная лампа. Теперь в лентопротяжном механизме будет задействована черная головка слева. Это стирающая головка. Посередине головка записи и воспроизведения. Смотрите. Запись. Запись ведется частями. Записал блок данных, остановился. Записал еще немного данных. Затем снова остановился. Так, пока не кончится лента. Визуально это все отличие записи от воспроизведения. Вероятно, вы ранее заметили, что лента всегда немного касается центральной головки в любых режимах. Это для того, чтобы считывать служебные данные о количестве ленты и маркерах записи, разделяющих разные блоки записи, такие как паузы между песнями на кассетах тех лет, либо там были записаны спецсигналы, называемые индексами. Так можно было перемотать ленту к нужному месту. Давайте поговорим о настройке. Представьте, что подобная система была бы в игре про какой-нибудь космический аппарат тех лет. Вы, вероятно, как геймдизайнер, хотели бы определять некоторые параметры этого магнитофона. Захотите определить, сколько максимум можно установить ленты, на час воспроизведения или меньше. Также вы хотели бы апгрейдить магнитофон более тонкой лентой, чтобы ее влезло больше. Захотите иметь несколько скоростей воспроизведения и перемотки ленты. Так давайте сделаем это. У нас есть два главных параметра: NL – количество намоток ленты на левую бобину, NR – количество намоток ленты на правую бобину. Есть толщина ленты, tape width, скорость движения ленты, plane tape speed. Скорость вращения бобины для перемотки, roller rewind rate. Давайте сформулируем задачу. Пусть время всей ленты будет 30 минут, а бобина будет намотана не полностью. Далее мы домотаем бобину на полную и станет 60 минут. Далее мы проапгрейдим тонкой лентой и намотаем 90 минут. Давайте решим задачу от второго пункта. Сразу установим 0 намотки на одну из бобин, а другую будем регулировать. Ставлю максимум.
230. Больше не намотать. И получаем всего лишь около 5 минут. Давайте снизим скорость воспроизведения и добьемся 60 минут. О, глядите, скорость 84. Насколько я помню, это сантиметры в минуту. Посмотрим, что получается. А погодите-ка, надо поменять их местами. О нет, он так медленно крутится, это некрасиво. Вы посмотрите на этот ролик лентопротяжки. Давайте увеличим скорость раза в 4. Я просто хочу добиться красивой скорости вращения. О, вроде бы неплохо. Но что делать со временем? 15 минут всего. Настроим толщину ленты и намотаем побольше. Итак, мы получили 1000 витков и 0,4 толщину пленки. Вроде норм, но видно, что можно намотать еще. Однако в задаче сказано, что это предел. Давайте настроим точнее. — 912 витков и толщина 5 тысячных. Далее. Первый пункт задачи. Та же лента, но намотки на 30 минут. Хорошо, сматываем. — 590 витков. Прекрасно. Да, 590. Теперь нам нужна на апгрейде более тонкая лента. 90 минут времени. Поехали. О, глядите-ка. Час 30 минут. И 1360 витков. И толщина пленки 0,34. Значит, на апгрейде у нас будет такая пленка. Хочу обратить внимание на важную фичу – Radial Motion Blur. Круговое размытие в движении. Смотрите на вращающиеся детали. Это не обычный Motion Blur, это радиальный. Обычный делает линейное размытие, а этот по кругу. Это отдельный шейдер из коробки. Было приятно разобраться, как он работает, и попробовать его в деле. Здесь он реализован на всех вращающихся деталях. Это очень клевый эффект. Быстро вращающиеся штуки, бывает, кажется, крутятся назад, а потом опять вперед. Размытие движений придает картинке динамику. Без него движения дерганные и плохо читаемые. Выкл. Вкл. Выкл. И вкл. Эффект зависит от времени экспозиции кадра. Достигается за счет длительности открытия затвора кинокамеры или времени фотографирования одного кадра фотоаппарата. Вы можете регулировать именно время затвора. У нас есть параметр Shutter Speed, скорость затвора. Он измеряется в долях секунды. Например, 60 – это 1/60 секунды. Это точно регулирует смазывание картинки.
1/200 секунды. 1/150 секунды. 1/100 секунды. 1/50 секунды. 1/25 секунды. 1/50 секунды. 1/100 секунды. И 1/25 секунды. Особенно хочется показать работу этого эффекта на Low FPS, низкой частоте кадров. Представьте, у вас в игре ситуация со слабым освещением, очень мало света. Камера вынуждена делать длинные выдержки, а скорость связи позволяет отправить только 6 кадров в секунду. Давайте сымитируем это. Поставим 6 FPS при помощи консольной команды. И длинную выдержку 1/12 секунды. Посмотрим перемотку. И снова воспроизведение. О, да, эта медленная съемка завораживает. А сейчас связь восстановилась и снова может быть отправлена до 25 кадров в секунду. И shutter speed стал тоже примерно 25. Делать такие штуки — это просто охренительно. В следующих роликах я покажу, как это работает.